какая жара на улице. Хочется чего-нибудь холодненького или свеженького. А как же без вкусных печенюшек Орео? А что если все нам это объединить? Как вы считаете? Готовы смотреть? Тогда начинаем. Первым делом сделаем нижний слой для мороженого торта Орео. Берем печенье и освобождаем его из упаковки. Открываем каждую печеньку и срезаем начинку в отдельную емкость. Для этого рецепта можно использовать абсолютно любое печенье. Почему же я выбрала Орео? Сейчас вам расскажу. Печенье Орео является самой продаваемой торговой маркой печенья 21 века. В то время как маленькие и взрослые сластены Советского Союза покупали к чаю свежие вафли и печенье с шоколадной начинкой, в Америке каждая семья наслаждалась насыщенным шоколадным вкусом печенья Орео. Берем пакет и отправляем туда печенье без начинки. Теперь распределяем печенье равномерно по всему пакету. И защипываем края. Берем скалку и начинаем измельчать печенье в мелкую крошку. Аппетитная реклама Орео и заманчивое предложение «прокрути, лизни и опусти в молоко» быстро завоевала еще не насыщенного новинками любителя сладенького. Однако и сегодня далеко не каждый знаем, что Орео – это не просто вкусное печенье, но и культовый продукт, который стал частью истории целой эпохи. В мире насчитывается множество необычных вкусов Орео. К примеру, клубничное печенье, которое распространено в Америке, терпкий вкус зеленого чая. Такое печенье выпускают в Китае и Японии. Вкус черничного мороженого, который выпускают в Сингапуре. Еще есть вкус банана, клубники и арбуза. У нас я встречала только классику, клубнику и мята. Высыпаем крошку Орео в тарелку. Такое интересное печенье в дробленном виде, похоже на черную землю. Сливочное масло растапливаем и вливаем в крошку Орео. Теперь начинаем все замешивать. Распределяем растопленное масло равномерно по печенью. Добавляем молоко и продолжаем перемешивать. Нижний слой практически готов.
Берем форму и укладываем на низ слой из печенья. Мой совет после приготовления такого тортика: лучше использовать форму без дна, так будет удобнее доставать торт и нарезать его порционно. По бокам я использовала пленку, чтобы было удобнее доставать готовый тортик. Если вы будете использовать форму без пленки, то, как достанете торт из морозилки, нужно намочить полотенце горячей водой, обернуть бока формы этим полотенцем на 30 секунд, и торт выйдет из формы без проблем. Наша форма готова, ставим в морозилку на 15-20 минут. А тем временем займемся приготовлением мороженого. Здесь важно соблюдать небольшие тонкости, чтобы мороженое получилось вкусным. Итак, начнем. Сливки берем жирностью не менее 33%, иначе они не взобьются. Они должны быть обязательно холодными. Перед взбиванием они у меня простояли в холодильнике около дня. Венчик для взбивания я тоже положила на 20 минут в морозилку, чтобы он остыл. Посуда для взбивания должна быть сухой и чистой. Взбивая сливки миксером, начинайте с минимальных оборотов и постепенно увеличивайте скорость. Добавляем сгущенку, немного взбиваем и добавляем начинку из печенек Орео. Совет: если вам нужно добавить сгущенное молоко, сахар или сахарную пудру в сливки, это нужно делать, когда на поверхности сливок от венчика станут оставаться мягкие пики. Если добавить пудру перед взбиванием, сливки могут не взбиться. Добавляйте сахар или пудру постепенно. Лучше взбивать сливки с сахарной пудрой, потому что сливки взбиваются быстро и сахар может не успеть растаять. Основная проблема, с которой может столкнуться кулинар, это расслоение сливок и превращение их в масло. Чтобы этого не произошло, сливки перед взбиванием нельзя замораживать, иначе во время взбивания они расслоятся и получится сыворотка с маслом. Сливки считаются готовыми, когда они хорошо загустеют и будут держаться на венчике. Достаем замороженную форму и выкладываем взбитые сливки. Сейчас выкладываем только половину от общей массы. Выкладываем сливки и выравниваем лопаткой. Далее идет слой печенья. Здесь я использовала печенье Орео с мятной начинкой. Оно даст необычную оригинальность нашему мороженому. Выкладываем строго по кругу, центр не нужно, иначе будет неудобно разрезать изделие. И укладываем завершающий слой взбитых сливок. Равномерно выравниваем сливки лопаточкой. И далее я использовала шпатель для выравнивания.
Берем крошку Орео и посыпаем сверху сливок. У меня получился достаточно толстый слой сверху. Если вы не любите так много печенья, смело берите половину нормы, которая указана в рецепте. И равномерно выравниваем крошку по всему торту. Ставим в морозилку на ночь, чтобы тортик полностью застыл. Я растопила белый шоколад на водяной бане и сделала надпись Орео. Буквы выравниваю с помощью зубочистки и для украшения использую розовый шоколад. Заготовку отправляю в холодильник до застывания. Утром достаем торт-мороженое из холодильника, снимаем боковую часть. Так как я использовала пленку, то изделие отлично отходит от формы. Аккуратно снимаем пленку. Украшаем тортик шоколадной надписью. Вкусный, красивый и очень необычный тортик готов. У него нежный и оригинальный вкус, который, я уверена, понравится всем. Радуйте свою семью и всего вам хорошего, удачи!